огромный бурый медведь наткнулся на женщину, которую жестоко привязали к дереву глубоко в лесах штата Монтана. И то, что произошло дальше, повергло бы в шок любого. Дорогие зрители, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. Нам действительно интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Эмма была связана и брошена умирать браконьерами. Ее тело болело от боли, а надежда почти исчезла. Грубые, грязные веревки глубоко впивались в ее руки и грудь, удерживая ее у старого соснового дерева. Огромный медведь остановился всего в нескольких шагах. Его темные глаза внимательно смотрели на Эмму. Воздух словно застыл от напряженной тишины. Эмма пыталась сдержать бешеное биение сердца, глядя на огромного хищника, надеясь заметить хоть малейший шанс на спасение. И вдруг она увидела это. Тусклый, рваный шрам, проходящий вдоль плеча медведя, след от старой раны, которую она сама когда-то зашивала много месяцев назад. Тогда, в своем временном лагере у горного ручья, она спасла раненого медвежонка, которого привела к ней старая медведица. И сейчас перед ней стоял тот самый зверь, выросший, сильный, но помнящий. Медведь переступил с лапы на лапу и перевел взгляд с лица Эммы на веревки, стягивавшие ее тело. Из его груди вырвалось низкое рычание. Это был звук без агрессии, в нем было узнавание. Медведь осторожно вытянул морду, коснулся зубами веревки, затем отступил, словно оценивая, как ее разорвать. Эмма попыталась заговорить, но из ее горла вырвался лишь хриплый звук. «Это я, Эмма. Ты помнишь меня?» — прошептала она. Медведь едва заметно дернул ухом, как будто услышал. Затем он начал действовать аккуратно, почти невероятно точно для такого огромного зверя. Он использовал лапы, натягивая веревки, стараясь не задеть ее кожу. Все происходило медленно. Веревки были слишком тугими. Эмма чувствовала прилив адреналина и липкий страх. Одна ошибка могла стоить ей жизни. Но медведь двигался сосредоточенно, словно знал, что делает. И вдруг тишину леса разорвал резкий вой. Из густых кустов показалась стая волков, худые, злые, с горящими глазами. Они учуяли запах слабой добычи. Медведь мгновенно поднял голову и переключился на угрозу. Впереди была крупная волчица с рваным ухом. Она первой рванулась вперед. За ней вся стая. Перед медведем встал выбор — спасать Эмму или защищать их обоих. Расстояние стремительно сокращалось. Напряжение достигло предела. Медведь сделал выбор. Он шагнул вперед, закрыв Эмму своим телом. Раздался мощный рев, прокатившийся по лесу. Это был вызов. Волки на секунду отступили, но голод оказался сильнее страха. Они начали обходить его со всех сторон. Бой начался внезапно. Рычание, удары, визг. Медведь бросился вперед и мощным ударом отбросил волчицу. Его движения были быстрыми и точными. Он удерживал стаю на расстоянии, защищая не только себя, но и Эмму. Она смотрела, не в силах помочь. Сердце грохотало в груди. Чувство вины жгло ее изнутри. Зверь рисковал жизнью ради нее. В итоге медведь оттеснил волков и прогнал их обратно в лес. Но на его боку появилась глубокая рана, из которой текла кровь. Тяжело дыша, он вернулся к Эмме и снова наклонился к веревкам. Он издал тихий звук, не угрожающий, а словно просящий. Его взгляд говорил: «Помоги мне помочь тебе». Эмма, собрав последние силы, начала тереть руки о веревку, раздирая кожу. Кровь текла по пальцам, но она не останавливалась. Медведь внимательно следил. Когда она кивнула в сторону ослабленного узла, он понял. Он вдохнул и резко перекусил веревку. Она лопнула. Эмма рухнула на землю. Она была свободна. Пытаясь подняться, она инстинктивно отступила от медведя, но он не проявлял агрессии. И вдруг из травы показались другие медведи, самка и молодые.
Они не знали, что произошло. Для них она была добычей. Опасность вернулась. Ее защитник мгновенно встал перед ней и зарычал. Предупреждающе. Это был сигнал. Этот человек под моей защитой. Новые медведи замерли. Эмма воспользовалась моментом и отползла к дереву. Ее спаситель стоял как страж. Через несколько секунд другие медведи отступили и исчезли в лесу. Опасность ушла. Медведь повернулся к Эмме. Его дыхание было тяжелым. В его взгляде не было угрозы, только спокойствие. Эмма медленно протянула руку и коснулась его плеча, там, где был шрам. Это был момент доверия. Медведь тихо фыркнул и ушел в глубину леса, оставив ее живой. Это была не просто история. Это было напоминание. Добро никогда не исчезает. Позже Эмма помогла найти и остановить тех браконьеров. Но главное, что она получила — доказательство того, что между человеком и дикой природой существует связь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Напишите в комментариях. Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал. До встречи!